После 17 часов в самолете я очень устал. Привет! Нужно подниматься. Очень много. Вот вся наша турецкая семья. Что расскажете о жизни в Стамбуле? Привет, come to Istanbul. Ну, здесь толстеть очень трудно, потому что ты все время ходишь в горку. И в конце, конечно, немножко западных традиций, но, конечно, с русской особенностью. Я вернулся, и ко мне дошел маленький массажист. Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека, и как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я нахожусь в Стамбуле, и я уже улетаю отсюда. Вспоминая все, что было, я думаю, это была очень классная и интересная поездка. К сожалению, у меня не получилось снять все, что я хотел. Что-то я снял на телефон, где-то я забыл включить микрофон, но я постараюсь слепить из этого очень хорошее, интересное видео, которые вы можете смотреть и наслаждаться. Ну что, вы готовы? Поехали! День первый. Долгий перелет. Вот он я, Сергей, сижу в аэропорту, счастливый. И даже не представляю, насколько тяжело мне будет в следующие 24 часа. А как вы можете видеть по этому видео, я буду лететь очень и очень долго. Сначала из Вьетнама в Таиланд, потом из Таиланда в Шанхай. И в конце концов из Шанхая в Истамбул. Очень и очень долго. Да уж. В самолете меня кормили рисом с веганским карри, а в самолете из Бангкока в Шанхай мне остались остатки бизнес-ланча. Было довольно неплохо. И как вы видите сейчас, когда я прилетел в Шанхай, там абсолютно никого не было в аэропорту. Сейчас гуляю по шанхайскому аэропорту. Ну, сейчас время час ночи примерно, почти 12:30. Вообще никого нету. Я думаю, что сегодня наш рейс в Стамбул, самый последний рейс. И прикольно, что люди все расползлись по всему аэропорту. Кто где спит. Сейчас сзади меня уже там никого нету, но просто такое интересное чувство. Огромный аэропорт, и как будто бы ты один. Даже как-то немножко жутко. День второй. Встреча с русской семьей. После 17 часов в самолете я очень устал. Но когда я прилетел в Стамбул, было солнечно, аэропорт был очень красивый, яркий, и стал чувствовать себя лучше. Когда я разобрался все-таки с Wi-Fi, я написал моей семье, что я приехал. Привет! Вот мы счастливые, вместе все едем в наши апартаменты. Первый день пролетел очень быстро. Я прямо даже не помню всего, был очень уставший, но мы все равно пошли гулять. Мы прогулялись до Галата-Порта, это такой современный район, и много болтали, фотографировались. В общем, старались
навестить упущенное, так сказать. Я даже хотел купить себе NFT по этому поводу. Фотографировался вместе с папой, с мамой, поужинал вкусной веганской едой. И, конечно же, после этого мы также с радостью пошли гулять по старому городу. Мы прогулялись до Галата башни, и это было очень и очень классно. Первый день полон эмоций и впечатлений. Я был очень счастлив. День третий. Встреча с турецкой семьей. Привет, друзья! Доброе утро или доброго времени суток. Сейчас с вами пошел бегать с утра пораньше. Сейчас 6 часов, вот, и классно быть в Стамбуле. Еще все спят, как вы видите. Еще даже рассвет там только появляется. Вот. Да, там находится большая красивая мечеть позади меня. Сейчас мы туда пойдем. Сейчас 6:30 утра, и такой первый культурный шок, я бы сказал, маленький. Ну, не то чтобы шок, но скорее замечание. 6:30 утра, я в парке, и никого. А где все люди? Где все бабушки, дедушки, которые занимаются спортом? Для меня это странно, потому что я уже привык, что в 6:30 я пришел во Вьетнаме. Тут уже все активно занимаются, кто-то уже заканчивает заниматься. То есть просто жизнь течет полным ходом. Здесь птицы поют, тишина. Ну круто, мне тоже нравится. Здесь я один герой сегодня, спортсмен. Вот вам мой лайфхак. Когда вы хотите позаниматься спортом, но, к сожалению, нет никаких хороших спортзалов. Они все дорогие, открываются поздно. Находите ближайший парк и детскую площадку. Здесь реально можно много всего классного поделать. Особенно такая площадка очень крутая, сделана из дерева хорошего. Вот. И металла, и веревок. Никакой дешевой пластика никакого. Все круто. Не, на самом деле это кайф, что можно жить в таком большом перенаселенном городе и потом в самом центре зайти в такой красивый большой парк, и тишина, и птицы поют, и никого. Это просто кайф. Привет, друзья! Вот я наконец-то приехал в Турцию. Сегодня второй день. Вчера был очень усталый. И мы заселились в самом центре. Живем с моей семьей большой. У нас 3 комнаты. Вот. Здесь, получается, мои мама и папа, моя двоюродная сестра Алена, ее муж, ее дети, ребенок мужа и моя тетя. Вот, поэтому у нас здесь всех, ну, сколько считаете, я не знаю. Вот. Как видите, живем в самом центре города, и здесь нужно подниматься очень много, потому что Стамбул — это как город на 7 холмах, мне кажется, не уверен. Ну, короче, много-много подниматься и спускаться.
Вот, наконец, мы пришли в этот красивый ресторан с красивым видом на весь Стамбул. Тут будет проходить наш завтрак и знакомство с мамой Керема. Собственно, другие уже ее знали, но для меня это был первый раз, когда все встретились, все обнимались, целовались. Для меня это было тоже очень классно встретить моего Шурина первый раз. Вот вся наша турецкая семья, турецко-русская семья. Я сидел, кушал вкусный завтрак турецкий, разговаривал с моей сестрой. По традиции ей подарила мама мужа золото. Как вы видите, теперь она вся в золоте, модная такая. После обеда мы пошли гулять. Мы гуляли по Стамбулу, по набережной и много болтали, особенно я с моей сестрой. Также я познакомился с друзьями моей сестры. В общем, было очень классно. Это, опять же, очень такой душевный, семейный день. Смотрели, как люди кормили кошек. В общем, да, красивые улочки, красивые рестораны. Стамбул мне все больше и больше нравится. День 4. Свадьба. Забыла вам рассказать про моего нового члена семьи, а именно маленькую Марию. Это дочка моей двоюродной сестры, но мы все просто зовем ее Маруся. Для меня это была первая встреча с ней, и она мне очень понравилась. Для маленькой девочки она была очень активная и позитивная, немного плакала, и когда она на меня смотрела, у нее был такой умный, вдумчивый взгляд. И мне нравилось с ней играть, танцевать перед ней, просто веселиться. Очень классный опыт. Тебя снимем тебя. Сейчас с утра проснулись с папой пораньше, пошли погулять. Вот, я вчера здесь уже ходил и решил папе показать, как выглядит утренний Стамбул. Ну, хороший выглядит Стамбул, народу нету. Да, но чайки есть. Что расскажете о жизни в Стамбуле? Жизнь хорошая, не очень? Пс-пс-пс-пс. Привет, привет. Так. О. Ну да, вода теплая, реально. Привет, come to Istanbul. Вот. Короче, такие дела. Хорошее утро, хорошо погуляли. Вот смотри, еще один пришел. Кто? Ну, поменьше. О, там лайнер большой, видите? Крутой. Все. Ну,
Идем домой завтракать. Папа, что ты хочешь на завтрак? Что-то веганское, да, папа? Да, конечно, конечно. Он сейчас Кусок съест. большого мяса, веганского. Папа у меня не любит... Нет, точнее, он любит тофу, но он любит тоже мясо. Я его потихонечку пытаюсь соблазнять, на нашу добрую сторону перейти, но он сопротивляется. Во Вьетнаме на доброй стороне быть. Короче, через часов 6 начинается свадьба моей сестры. А сейчас, пока там все готовятся, кипишатся, я решил сходить покушать. Как вы знаете, всегда, когда приезжаю в новое место, мне нужно обязательно найти хороший веганский ресторанчик. И поэтому давайте посмотрим, что здесь есть вкусного, что здесь есть интересного. Вообще, как бы турецкая кухня, она очень сильно мясная. Здесь очень люди любят есть мясо, но все равно здесь очень много овощей также. Вот. Ее очень легко адаптировать, так сказать, для веганских блюд и тому подобное. Вот. Поэтому посмотрим, как получится. Я уже пробовал несколько блюд. В принципе, было вкусно. Они готовят очень вкусные котлеты из чечевицы. Это главный их ингредиент для, так сказать, веганских блюд. Это чечевица, это фасоль, очень много всего этого. А также очень много разных соусов из помидор, из перцев. Вот, поэтому я думаю, что должно быть вкусно. Вообще гулять по Стамбулу приятно, но, конечно, движение, если сравнивать с вьетнамским, оно, я бы сказал, как сказать, более резкое. То есть во Вьетнаме они тоже ездят быстро, но они как-то стабильно быстро. А здесь они быстро, так сказать, едут медленно, потом бам! И быстро разгоняются. И как-то небезопасно в этот момент ты чувствуешь себя. Чувствуешь, что тебя сейчас собьют, что прямо летит машина на тебя, а она не на тебя летит. Вот. И что, конечно, интересно, что здесь сейчас вы увидите, как я буду подниматься в горку, что здесь так много гор. В Стамбуле это вообще, то есть это город находится на 7 холмах, то есть в буквальном смысле. Вот. Там как бы больше, конечно, но в самом центре, где я сейчас нахожусь, в европейской части, здесь вот эти холмы. И я, когда путешествую, всегда боюсь, что буду мало заниматься спортом, буду много кушать и буду толстеть. Но здесь толстеть очень трудно, потому что каждый день ты ходишь пешком, во-первых, а во-вторых, ты все время ходишь в горку. Сейчас мы начинаем подниматься, и вы видите, какая здесь горка. Реально очень, крутой подъем. Сейчас покажу. Вон, смотрите, как идет дорога вверх. Поэтому каждый раз, когда я поднимаюсь, в общем, часто дышу тяжело, когда поднимаюсь в гору, особенно если нужно говорить. То есть я часто занимаюсь спортом, но я не часто хожу в горы, поэтому это может быть немножко трудно. В общем, я уже сделал заказ, и сейчас мне его принесут. Вот. Я очень мало практикую мой турецкий, потому что очень сильно стесняюсь говорить по-турецки. Я думаю, что надо практиковаться, но я думаю, что я еще
чувствую себя очень неуверенно. То есть я могу что-то сказать, но люди потом мне очень быстро отвечают, и я не понимаю, что они говорят. Так что, друзья, когда вы едете в Россию, конечно, очень классно практиковать, говорить по-русски, но важно уметь хорошо понимать быструю речь. А как это сделать? Нужно больше вот так ходить и говорить с людьми. Я думаю, что зависит от времени. Конечно, если бы я дольше жил в Стамбуле, то мне было бы легче практиковать турецкий. Но так как я здесь на короткое время, то поэтому я чувствую себя очень неуверенно. Ну, как бы, если люди меня не понимают, то я говорю по-турецки. Если они меня понимают, то я говорю по-английски. Пока у меня не было с этим проблем. Несколько раз я говорил по-турецки, но обычно, когда я говорю по-турецки, мне что-то отвечают, я не расслышал, потому что я, в принципе, плохо слышу. Вот. Ох. Ну ничего, может быть, в следующий раз. Сейчас попробую камбучу. Пахнет хорошо, камбучно. О, очень классная. Она, по-моему, клюквенная. Такой, как морсик клюквенный. Очень вкусно. Посмотрим, как будет еда. Так, начнем с этого бурека. В России у нас есть такое блюдо, называется чебурек. Это просто бурек. Пахнет вкусно. Тесто очень тонкое, вы только посмотрите. Оно офигенное, такое нежное. Очень классно. И я очень люблю шпинат. Давно его не ел. Офигенно. Просто офигенно. Едем сейчас на свадьбу. Наша машина там все уже собрались, чуть почти не упал. Вот. И я пока вроде не волнуюсь, буду читать речь, но вдруг что-то пойдет не так. Надеюсь, все будет хорошо. Вот мы и приехали в место, где будет проходить свадьба. Все фотографируются, немножко нервничают, но все же ждут с нетерпением наступления этих волшебных моментов. Место просто офигенное. Вы посмотрите, какой вид. Да, а мои племянницы уже такие взрослые. Я не видел их 5 лет. Они были маленькими девочками, а сейчас они уже молодые девушки. Да, народу было, конечно, не так много, как на обычных турецких свадьбах, но достаточно. У нас был отдельный семейный стол, где мы все вместе сидели. Был стол для друзей, алкоголиков, которые пили много. И, конечно же, пришли наши дорогие молодожены. Они проводили церемонию. Возможно, это была не настоящая церемония, потому что настоящая была до этого. Она слишком дорогая, чтобы сюда ее привозить. Но, тем не менее, они встали перед алтарем. Там были их свидетели, подруга Ани и друг Керема. Вот. И наш дорогой Тамада проводил церемонию. Готовы ли вы взять законные мужья Керема любить и быть рядом с ним до конца ваших дней? Да.
She said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags, called a cab, made space. And she said I won't После answer. танца жених и невеста по турецкой традиции начали ходить по столам и собирать подарки. Все давали им деньги, некоторые давали золото, но деньги были главным подарком, конечно. Maybe time will make you fade, but I don't know if I'm ready to just let you go away. Like my friends think I should. 'Cause what if I just wanna be with you? I don't know what the hell I'm gonna do. But honestly, I can't remember if you love me, or maybe I'm just feeling lonely. После этого начались танцы. Настоящие турецкие, русские, международные танцы. Играла разная музыка. И, конечно, кому какая больше нравилась, под нее люди и выходили танцевать. Я весьма хорошо отжигал, но вообще у турков есть особый способ танцевать. Я называю это танец орла. Они вытаскивают руки вперед и начинают так танцевать, как птицы. Очень интересно. Да, после этого они разрезали пирог, и по традиции он должен был угостить своего лучшего друга в первую очередь. А потом они по какой-то необычной традиции прикасались к их стаканам, точнее к их бокалам руками. Очень интересно. Аня, ты сделала правильный выбор. Керем офигенный парень. И я хочу, чтобы твоя жизнь была как турецкий сериал. Никогда не заканчивалась. И постоянно выходили новые и новые эпизоды этого бесконечного эмоционального роллер-костера, да, который мы называем семейной жизнью. Не всегда будет сладко, иногда будет горько, но главное, чтобы это не заканчивалось и продолжалось. И в конце, конечно, немножко западных традиций, но, конечно, с русской особенностью. Аня бросает букет, но его ловят не только девочки, но и мальчики. Так и получилось. Букет поймал Марк. Это парень Аниного друга, и она была очень рада за них. День 5. Прогулка на яхте. Ну вот, прошла свадьба вчера. Было просто сумасшедшее. Я думаю, что это была самая лучшая свадьба в моей жизни. Не только потому, что это свадьба моей сестры. Я думаю, что частично да. Потому что там была вся моя семья. И это было супер весело. Мы танцевали. Мы не пели, да, но мы общались. У меня было отдельное веганское меню. Так что было просто офигенно. Да. И да, было такое клэш культур, потому что были турецкие какие-то обычаи, были наши русские свадебные игры, которые всегда люди устраивают. Так что это было всем интересно. У нас был тамада, узбек, который вел свадьбу на 3 языках, в основном на 2, на русском, на турецком и иногда на английском. Так что просто было незабываемо. После этого я встретил моего студента Грега из Америки, с которым мы уже раз встречались во Вьетнаме. Мы с ним прогулялись по центральному городу, пообедали, зашли в церковь, и после этого мы распрощались.
Сейчас второй день свадьбы. Мы все сели на яхту и поплывем далеко-далеко. Да. Ребята проснулись с похмелья. Ну, кстати, нормально. Они оправдываются, говорят, что нормально. Но мы им не верим. Мы знаем, что они вчера всю ночь снимали тиктоки, поэтому они все устали. Вот. Посмотрим, как все пройдет. Надеюсь, меня не укачает. Одна из вещей, которую я очень полюбил в Стамбуле, это, конечно, обилие воды, море. Оно везде, оно окружает тебя. Куда бы ты ни шел, ты всегда его видишь. И как человек, который всегда любил воду, для меня это очень приятно. А главное, что вода довольно-таки чистая для большого города, даже где-то была прозрачная, я мог бы сказать. И это было очень классно. Да, мне нравится ездить на этой яхте, смотреть на город, общаться с друзьями, с семьей. Вот, конечно, как обычно, маленькая пьяночка, без этого не обойтись. Вот. И фоточки с любимой сестрой. Вечером мы приехали в гости к Анне домой, и я постарался подружиться с ее котиком. Однако он что-то не хотел со мной дружить. Немножко шипел на меня. В общем, он очень не привык к новым людям. Вот. Но Аня взяла его на руки и успокоила. Хотя я также пытался его успокоить, но он совершенно это не хотел. В тот вечер мы легли поздно спать. Я играл в видеоигры с друзьями Ани, но это был особый вечер, который я никогда не забуду. День 6. Сонный день. В тот день я встал поздно, в 8 часов утра, но я вышел на балкон и помедитировал. После этого мы поехали с Аней в центр города встречаться с нашей семьей. Мы пошли гулять по Долмабахче. Это такой дворец последних османских султанов. Однако я был тогда супер сонный и мало что запомнил в этот день, и сам толком ничего не снимал. Но было довольно-таки красиво. Самое главное, конечно, что мы встретили уточек. Уточки в саду, плавали, и также там был красивый белый лебедь. И это было очень расслабляюще. Я думаю, что можно просто сидеть и смотреть на этих уточек, на этого лебедя бесконечно. Особенно, когда ты очень устал. А вечером я встретился с моей студенткой и хорошей подругой Бюшрой. Мы гуляли по центру города, пили кофе и разговаривали. День 7. Встреча с подписчиками. В общем, вы знаете, в Стамбуле очень много маленьких друзей. И когда я вышел на улицу, я вернулся, и ко мне зашел маленький массажист. Вот, теперь он хочет быть со мной. Да, массажист маленький. Я ему предлагал еду, он не хочет ничего кушать. Просто сказал, можно у тебя побыть, потусить немножко с тобой. Я говорю, ну ладно, давай потусим вместе. Грязно немножко, правда, но ничего страшного. Вот он, пузяк. Мне пора делать дела. Давай иди домой. Не хочу идти домой. Это мой дом теперь. Нет, ну Котя, тебе надо идти. Давай, выходи. Ну сейчас, еще немножко поиграю. Покатаюсь по полу, а? Вот так, вот так, вот так. Давай, иди. Все, пока-пока. Сейчас я и Иэн идем вместе на Гранд Базар, Великий базар. Я не знаю, мне кажется, мы уже на базаре. Здесь уже очень много людей, очень много народу. Да. И я всегда держу телефон очень крепко, потому что я боюсь, что кто-нибудь подойдет, заберет и убежит. Если ты человек, который украл мой телефон, хотя бы запости последнее видео, пожалуйста.
Довольно трудно. Слишком много народу. Так. Посмотрим сейчас. Может быть, получится. Вау! Стоит 50 евро. Вход. Очень дорого. Очень дорого. Очень дорого. 50 евро, ты понимаешь? Блин. Бесплатно? Без очереди, говорят. 25 евро всего. Может быть, стоит согласиться? У меня есть деньги. У тебя есть деньги? Нет денег. О. Я думаю, что мы можем просто погулять вокруг. Как ты думаешь, Иен? Я согласен, да. Не надо покупать. После нашей прогулки с Иеном мы встретились с Бюшрой и переплыли на пароме. Там мы встретились с Аней и все вместе уже пошли встречаться с подписчиками. Мы пришли на берег, там был красивый парк, и мы сели. Вместе мы сидели, пили чай, играли. И было очень классно. Пришел один парень, его звали Кан. Вот, мы играли вместе в Dixit. А потом мы пошли в веганский ресторан, и все кушали вкусную веганскую еду. Конечно, мне больше всего понравилось. Было очень классно. Хоть и не было много людей, но было так душевненько. День 8. Последний. Сегодня последний день моего нахождения в Стамбуле. Конечно, я посетил намного больше разных мест и увидел больше разных вещей, но решил в этот раз не снимать так много всего на камеру, просто решил находиться в моменте. Но так как сегодня последний день и нужно показать вам что-то интересное, то решил показать вам самые главные достопримечательности Стамбула, а именно мечети. Самое главное — быть реалистичным. Вот что есть здесь на самом деле. Вот главная достопримечательность Стамбула. Куча народу. Мечети я вам сегодня не покажу, да и вообще почти ничего не покажу, потому что у меня забрали мой микрофон и мой гимбал. Вот. Но вместо мечетей мы будем смотреть старый дворец султанов. Смотрим разные тарелки, разные блюдца, и большинство из них все китайского производства. Ну, не то чтобы китайского в современном значении, а в таком, древний китайский фарфор. И выглядит очень круто, и просто напоминает родной дом. Не Китай, конечно, но Вьетнам. Одной из моих самых любимых частей этого дворца это была оружейная. Там были очень красивые клинки. Не то чтобы я огромный фанат, но я с удовольствием все это снимал для моего любимого друга Егора. Он у нас большой фанат таких вещей, и мне было приятно подумать о том, что он потом это посмотрит и тоже вдохновится тем, чтобы поехать сюда, в Стамбул. Изначально он очень скептически относился, но, возможно, он изменит его мнение, когда он посмотрит это видео. Я думаю, это была очень классная выставка. Сейчас гуляем по гарему султана, и мы потерялись. Я думаю, что в этом был план. Зашел такой человек случайно. О боже мой, что здесь происходит? Как отсюда выйти? И пока он пытается найти выход, уже слишком поздно. Он остается в гареме.
Как вы уже заметили по моему видео, кошек в Стамбуле очень много. И я решил в последний день все-таки сходить в музей кошек в Стамбуле и показать вам, что здесь происходит. В самом музее, конечно, нет много кошек, это не кафе, где можно гладить кошечку, а в первую очередь рассказывают об истории кошек, разные картины с кошками, а также вы видите фотографии всех тех кошек, которым помогает этот музей, потому что 50% денег, которые люди тратят здесь, покупая сувениры, футболки и тому подобное, они отдают, конечно же, на благотворительность, в частности, помогают уличным кошкам. Они дают им еду, лечение, стерилизацию и тому подобное. Музей очень классный. Жалко, что я забыл включить микрофон. Но ничего, попробуем так рассказать. Там было очень много разных марок с кошками. Также была история про первую кошку, которая полетела в космос. Хоть она и вернулась живая, но, к сожалению, потом ее усыпили. Да, и много разных других картин. Вот это мне особенно нравится. Я купил даже жене футболку с этой картиной. Да, в общем, очень красивый музей для людей, которые любят кошек, для которых нравится арт разнообразный, вот, необычные, так сказать, не очень туристические места. И, конечно же, я вам тоже рекомендую сюда сходить, если вам не безразличны уличные животные и вы хотите поддержать, купите открыточку, футболочку и что-нибудь такое. Я уверен, что это вам зачтется. Как и в прошлом видео из Сайгона, решил закончить на такой сцене, где я сижу за барной стойкой. Ну, в этом случае я не ем, а просто смотрю альбом с кошками и пью кофе. Спасибо вам, друзья, за то, что смотрели это видео. Спасибо всем моим патронам, в частности, таким как Джоэл, Джош, Джефф и Лиз. Приезжайте в Стамбул. Я думаю, что вам понравится этот город. До скорого и пока-пока.